Привет, друзья! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим изумительную холодную закуску – вкуснейшую свиную грудинку в луковой шелухе. Такое блюдо знают и готовят во многих семьях и везде по-своему. Это будет очень вкусное, мягкое, нежное, ароматное свиное сало с мясными прослойками, по внешнему виду похожее на копченое. У меня вот такой замечательный кусок домашней свиной грудинки весом чуть более килограмма, но пока отставим его в сторонку. Я не люблю, когда сало варится одновременно с шелухой, поэтому сначала готовлю луковый отвар, процеживаю его и затем использую для рассола. Наливаем в кастрюлю из нержавеющей стали 2-3 литра воды и всыпаем луковую шелуху. Чем ее больше, тем интенсивнее окрасится сало. Я беру из расчета на каждый литр воды 15-20 граммов сухой луковой шелухи. Кстати, к луковой можно добавить и чесночную для дополнительного аромата. Погружаем ее в воду, отправляем на огонь, доводим до кипения и кипятим 30 минут. Затем выключаем и даем отвару хорошо настояться в течение нескольких часов. Если позволяет время, оставьте его на ночь. Вот что в результате должно получиться. Процеживаем его и берем столько, сколько необходимо. Нарезаем грудинку довольно крупными кусками, шириной примерно 5-6 сантиметров. Укладываем сало в кастрюлю. Туда же отправляем 2-3 лавровых листа и 80 граммов соли на каждый литр лукового отвара. Из пряностей берем по чайной ложке черного перца горошком, кориандра, 3 бутона гвоздики и душистый перец. Вливаем в кастрюлю луковый отвар. Его должно быть столько, чтобы сало полностью им покрылось. У меня ушел ровно 1 литр. Если вам не будет его хватать, значит процедите еще, но не забудьте пропорционально добавить соли и пряностей. Под крышкой доводим до кипения, убавляем нагрев и варим на среднем огне 20 минут. Время варки также зависит от размера кусков и возраста животного. Если куски очень крупные или грудинка довольно жесткая, то время варки увеличьте до 30-35 минут. Затем отключаем плиту, не открывая крышку, даем полностью остыть и оставляем грудинку в луковом рассоле в прохладном месте на 10-15 часов. Как правило, я варю ее с вечера, выношу на холодную веранду, и на следующий день она уже готова. Холодную грудинку достаем из рассола и обсушиваем бумажным полотенцем. Ароматное, нежное, мягкое и при этом совершенно не переваренное сало с мясными прослойками готово. Уже в таком виде его можно нарезать и подавать к столу. А можно сделать еще вкуснее. Обмазать его чесноком, сухой аджикой, обсыпать перцем или смесью ароматных трав, например, кавказских или прованских. В небольшую миску измельчаем чеснок через пресс. Добавляем черный молотый перец и немного растираем. Щедро смазываем грудинку со всех сторон чесночной смесью. Это для тех, кто любит сало с чесноком. А для тех, кто любит с перцем, готовим сало а-ля шпик по-венгерски. Смешиваем сладкую паприку и красный острый перец. Пропорции выбирайте произвольные. Тут все зависит от того, насколько вы любите острое. У меня на 2 столовые ложки сладкой паприки, пол чайной ложки острого перца. Натираем грудинку смесью перца со всех сторон, а излишки стряхиваем. Храним сало в холодильнике до недели, завернув его в пергамент, а в морозилке до 3 месяцев, дополнительно обернув фольгу или пищевую пленку. Нежная, ароматная и очень аппетитная грудинка с чесноком и кусочком домашнего бородинского хлеба. Что может быть лучше? Этот мясной деликатес домашнего приготовления отлично подходит не только для бутербродов, но и в качестве нарезки на праздничный стол. А еще такую грудинку можно взять с собой в дорогу или на природу. Друзья, напомню, что на канале есть еще рецепт приготовления соленого сала в рассоле холодным способом. Кому интересно, обязательно посмотрите. Ссылочку на видео я оставлю в описании. Готовьте с удовольствием. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, задавайте вопросы, пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч!